Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я расскажу, как правильно собрать вальмовую крышу. Итак, друзья, дальше наступает процесс сборки вальмовой крыши. Как же мы это делаем? Для этого нам, как всегда, понадобится сабельная пила, опять же циркулярная пила, два шуруповерта, один для сверления отверстий, прежде чем мы загоняем туда саморезы, и, соответственно, уголок 90 градусов и обычный шуруповерт, в котором установлена бита Торкс 30. Ну, она позволяет закручивать вот такие вот саморезы с такими шляпками. Саморезы мы используем обязательно оцинкованные конструкционные 6 на 100 и фиксируем запиленную уже стропилу под размер. Вымеряем это все дело без проблем. Соответственно, так как угол у нас уже запилен по проекту, то есть ровно 45 градусов, и угол второй у нас составляет 21,5 градус. Ну, просто уже берем готовое отпиленное стропила, подносим непосредственно к внешней яндове и измеряем на торцевом выносе, отрезаем при помощи циркулярной пилы и фиксируем, соответственно, два самореза конструкционных сюда, один сюда. В дальнейшем мы устанавливаем, как вот видно, вот там вот специальную оцинкованную пластину 180 на 65 на 4 конструкционных самореза 5 на 50. Соответственно, что касаемо основного перекрытия, куда мы крепим стропила, то есть оно у нас выполнено из доски 150 на 50, обязательно здесь установлены вот такие вот ригели для того, чтобы это дело все не свернулось. Вот. Закреплено опять же усиленными уголами 90 на 90 на 65 толщиной 2,5 мм. Опять же не 1,8, не 2, а именно 2,5. И в конечном итоге, для того, чтобы конструкция, она у нас уже когда скреплена и так довольно-таки крепкая, но мы еще устанавливаем вот такой вот 2,5, опять же, миллиметр толщиной, 90 на 90, угол 135 градусов. И он у нас дополнительно усиливает нашу стропильную систему. Что касаемо внутренней части, внутренних стоек, вот этих вот идут конечные, мы ставим изначально вот временные досочки, да, то есть выставляем всю вот эту часть по уровню. Вот. В дальнейшем мы, когда собрали полностью всю стропильную систему, мы эти доски демонтируем. И у нас тем самым получается красивый вид всей нашей конструкции. Ну, что касаемо центральных углов, соответственно, здесь мы делаем запилы, опускаем вот на 5 сантиметров, углубляем каждую доску. Также ставим горизонтальный вот центральный ригель, в который мы крепим, соответственно, наши стропилы. Так что, в принципе, что касаемо стропильной системы, здесь все, вальмовой крыши, здесь все, нечего больше добавить. Следующим шагом мы монтируем гидроветрозащиту и в дальнейшем обрешетку. Как это делается, можно посмотреть в предыдущих моих видеороликах. Далее монтируем USB листы 9 мм толщиной при помощи саморезов 3,5 на 35. Далее крепим подкладочный ковер и монтируем двухслойную гибкую черепицу. Любуемся конечным результатом. Кому нравится, поставьте лайк.
Итак, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, данный ролик вам понравился. Если понравился, то обязательно поставьте лайк. Если появились какие-либо вопросы, обязательно напишите в комментариях. Обязательно дам на это ответ. Соответственно, если что-то не понравилось, тоже обязательно пишите, что там сделано что-то не так, не понравились скиллы, там, срезы и так далее. И ждите новых видео.